Она давно наблюдает за тобой. Кто же эта женщина? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы сейчас, вот, скорее всего, начинаете как будто оживать, да, оживать, вот, и чувствовать себя совершенно другим человеком. Э, Вы, вы когда-то были, знаете, вроде бы и сильный мужчина, но глубоко-глубоко несчастный в личной жизни. У кого-то это может проиграться сейчас, да, если вы пребываете еще в отношениях, поскольку это общий расклад, переворачивайте под себя. У вас и деньги водились, да, они сейчас, в принципе, водятся, но как-то вас особо ничего не радовало, да, потому что женщина, которая была, либо же у кого-то сейчас еще есть эта женщина, вот она настолько вами манипулировала, настолько играла и вашими чувствами, и всем тем, что вы для нее делали, она настолько вас обесценивала, что вас вообще, наверное, ничего не радовало. Ни деньги, ни какой-то, может быть, статус, ни тот достаток, в общем, ничего. Хотя, вот сами по себе, если говорить, какой вы человек-праздник, вы очень веселый, вы умеете и любите даже другим поднимать настроение. Вот знаете, как это бывает? Когда близкие, допустим, неважно кто там, жена, дети, родители, братья, сестры, неважно, когда, может быть, плохое настроение, да, какая-то грусть накатывает, и вы можете запросто на раз-два что-то смешное рассказать, развеселить, да, вот как-то вам в кайф, когда другие люди улыбаются. Ну, то есть это вы такой и есть. Но, конечно же, не в те минуты, когда вам плохо. Когда вас накрывают грустные мысли, а каким бы вы сильным ни были, они тоже периодически вас посещают. Но здесь, конечно же, вы очень и очень сильно, и может быть даже периодами и на длительные какие-то такие сроки, кто-то впадал в уныние, да, у кого-то опускались руки, может быть сейчас кто-то находится в таких энергиях. И мне показано, что, ну, все-таки большинство проблем и ваших таких душевных переживаний, это было, конечно, связано из-за любви, из-за личной жизни. И мне показано все-таки, что кто-то из вас кардинальную такую трансформацию прошел и в отношениях, и вообще как будто вот ваша жизнь поменялась. Либо же кто-то из вас сейчас, если вы, допустим, пребываете в отношениях, вы сейчас подумываете о том, что пора жизнь менять, да? Что бы вы ни делали, допустим, как бы вы ни вкладывались в отношения, ничего не меняется, да, становится только хуже. Я сейчас говорю про те токсичные отношения, в которых, может быть, кто-то из вас пребывает. Поэтому трансформация, либо же кто-то уже ее прошел, да, кардинально поменяли жизнь, да, остались без женщины, но вам стало легче, в каком-то смысле вам стало легче. Пусть не сразу, но вы это уже понимаете. Давайте сделаем маленький опрос как раз по этому поводу. Напишите, ребят, в комментариях, вы почувствовали вот после того, как, может быть, вы разошлись, там, да, вот, ну, именно когда так в драбадан разошлись, не просто это конфликт какой-то был, вы почувствовали внутреннее какое-то облегчение, состояние, как будто гора с плеч. Вот есть такое у вас или же нет? Если такого нет, тоже пишите, что такого нет, да, может быть, какая-то ваша история порадует глаз других моих зрителей. Если вам не сложно, напишите, да, как у вас происходил период трансформации, да, период, когда вы вот разошлись, разъехались с вашей женщиной. То есть я вам скажу так. Многие из вас сейчас вот как будто перед новой жизнью, перед новой страницей, уже начата эта чистая страница, кто-то стоит уже перед ней, да, кто сейчас пребывает в отношениях. Да, бывает сложно, да, бывают ситуации, когда вам приходилось принимать решения, которые вам очень-очень тяжело давались, но тем не менее
вы все-таки как сильный мужчина проявляли, да, вот ту свою какую-то, ну, действительно мужскую власть, силу, я не знаю, как это даже назвать. И все-таки кто-то ставил точку в отношениях, да, у кого-то еще были какие-то, ну, серьезные решения, да, такие, которые требуют и больших эмоциональных затрат, может быть, финансовых затрат, времени, сил. У каждого это будет своя история. Вы можете поделиться даже в комментариях, если кому не сложно, да, какое самое важное решение в жизни вы принимали? Может быть, даже не так, не важное, а самое сложное, наверное, которое вам пришлось принять, да, вот какое-то решение. Касательно женщин, я вам скажу так, поскольку это общий расклад, есть среди вас те, которые просто живут для себя. Кто-то меняет женщин, но это скорее небольшой такой процент будет. Кто-то пребывает просто в романтических отношениях. И также есть еще, несмотря ни на что, да, вот есть те, которые вот поставили на паузу личную жизнь. Это, скорее всего, проиграется либо же у тех, кто недавно разошелся, да, потому что не до отношений, либо же у тех, у кого просто банально, ну, не получается, да, вот вы можете даже задумываться, что со мной не так. Могут возникать мысли, да, чем я вот завинил, что со мной не так, почему я либо же не могу начать новые отношения, либо же женщины очень быстро исчезают, растворяются, сбегают, да. Поэтому, ну, я склоняюсь к тому, что больше среди вас все-таки холостяков. Только одни холостяки все никак не могут устроить личную жизнь, а другие холостяки, ну, как-то вот живут и радуются жизнью, да. Ну и плюс, как я уже сказала, еще есть токсичные отношения. Вот такие, наверное, на несколько групп я могла бы поделить моих зрителей. Ну давайте-ка смотреть, кто же давно наблюдает за вами. Кто к нам пришел сегодня на расклад? Ух ты, женщина-загадка. Женщина, которая, ох-ох-ох, смотрите, мои хорошие. Я сейчас буду рассказывать разные ситуации, вы будете переворачивать под себя, потому что я уже вижу, что здесь будут разные моменты, поскольку это общий расклад, у всех одинаково быть точно не может. Значит, смотрите, за вами наблюдает, у кого-то проиграется это бывшая любовница. Женщина, с которой когда-то, может быть, это был такой легкий левачок, да, у кого-то это одноразовая акция была, у кого-то это легкий романчик был на стороне, у кого-то может проиграться, что это просто были отношения, это не измена ваша была, да. Но женщина за вами наблюдает, хоть вы сейчас с ней и не общаетесь. У кого-то, правда, может проиграться, что иногда вы вот как-то с ней пересекаетесь, но это уже не та история любви. Вот именно как любовная пара вы закончили эти отношения. Так вот, эта женщина хотела бы все начать с чистого листа. Она вас не оставила, ну, в мыслях, да, она не оставила вас в покое мысленно. Она думает о вас, хоть уже прошел какой-то срок. И, в общем-то, даже у кого-то, может быть, уже не 1 месяц, а то и год прошел. Ну, то есть была интрижка, да, уже вроде бы и большой срок прошел, у кого-то больше, у кого-то меньше, но женщина вас не забыла, потому что вы как-то вот то ли своими такими способностями в любовной сфере, вот в интиме, да, могли настолько ее зацепить, что, ну, раньше она ни с кем другим не испытывала вот такого кайфа, может быть, таких страстей, да, вот не испытывала. То есть вы ей показали чудеса на виражах, и она до сих пор не может забыть. То есть ни с кем другим у нее больше так не получается, и до вас такого не было. Вот зацепили вы ее чисто вот как любовник. Наблюдает, хочет вернуть, хочет проявиться. Причем, знаете, она хочет, ну, вернее, вернуть вас, да, вот все, что было между вами, но не просто уже как любовники. Она понимает, что, в общем-то, она хотела бы, чтобы вы на постоянке, вот как минимум, чтобы были в отношениях.
Ее частенько накрывает из-за этого, да. Вот она наблюдает, но она ничего не делает. Во-первых, у кого-то может проиграться, что вот она весь этот период ничего не делала, потому что кто-то был занят из вас, да. Допустим, была своя женщина, кто-то сейчас еще занят. У кого-то может проиграться, что она вот какими-то обходными путями, может быть, через общих знакомых, она пытается узнать о вашей жизни. И то, что она узнает, опять же, ее повергает в уныние, в депресснячок такой небольшой, да, потому что есть, как я уже говорила, среди вас и те, которые на паузу поставили свою личную жизнь, потому что, ну, не хочется, да, либо же вы просто для себя кайфуете, и в ваши планы не входит возобновлять отношения с какой-то там бывшей любовницей. Ну, давайте-ка, может быть, вам интересно, мы просто так в двух словах я посмотрю, есть ли шанс, а вдруг кому-то будет интересно, есть ли шанс вот вернуть именно с любовницей эти отношения, а то наблюдать-то она наблюдает. Здесь очень тяжело, нет. Скорее всего, нет. Но, как вы знаете, из любого правила есть исключение, и все зависит от вас и от других людей в разных ситуациях. В большинстве случаев вы бы не пошли с ней снова в отношения. У каждого это своя история, я не хочу углубляться, просто вот вскользь, да, если кому-то интересно, я скажу, что вот вряд ли у вас бы получились с ней вот классные такие отношения. Одно дело там ночку провести, это одно. Да, вы можете провести ночку, если вы еще где-то встретитесь, пересечетесь, это исключительно от вас будет зависеть. Но то, что касательно вот именно отношений таких серьезных, которые она хотела бы, да, чтобы начались такие любовные, не просто как любовнички, а именно с любовью, с чувствами, постоянством таким. Но здесь вряд ли получится. У кого-то, кстати, еще, ребят, проиграется, что наблюдает ваша бывшая зазноба. Ну, то есть бывшая жена, подруга, да, кто там она вам приходится, если же гражданский брак, ну, просто ваша женщина, да. Женщина наблюдает, потому что ее, знаете, ее как будто распирает. Вот она так не хочет, чтобы у вас кто-то появился. Ее настолько распирает и зависть, ее распирает жадность, потому что человечек жадный к деньгам, к благам. И плюс у нее не очень-то складывается ее личная жизнь, да, то есть все идет не так, как она хотела, мы не будем вникать. Она наблюдает за вами и вот как будто, ну, знаете, бесится, вот просто бесится человек, что вот почему вы где-то там под забором не пропали, почему и то не случилось, и это не случилось. Я вам скажу так, ребята. У кого-то из ваших женщин, да, ну, поскольку общий расклад, то я так и делаю акцент. Настолько негативные мысли, что вот ей бы, казалось бы, доставило удовольствие, если бы вообще вас не было. Ну, туда, куда-то к предкам ушли, да, грубо говоря. Настолько здесь могут быть проклятия, здесь могут быть магические воздействия. Кстати, как раз я обращаюсь к тем, у кого проблемы в личной жизни, которые не могут либо длительный период устроить, да, отношения, либо же женщины как будто исчезают, да, из вашей жизни очень быстро. Вот здесь тоже обратите внимание, потому что здесь, ну, такая у вас была дамочка, что может реально проиграться магическое воздействие просто вам на одиночество. У кого-то это может быть забрана удача, ну, все что угодно, разная магия есть. Поэтому если есть такое подозрение, добро пожаловать на диагностику. И, в общем-то, знаете, я не знаю, может быть, кто-то позлорадствует, может быть, кому-то и неприятно, да, что вот бывшая бесится. Хотя, я думаю, вряд ли кому-то будет неприятно. Но, тем не менее, ей это доставляет массу недовольства. Особенно, смотрите, она наблюдает еще, вот бывшая, как вы без нее поживаете. Я не говорю, что она наблюдает вот сегодня, вчера, позавчера, да. Понятно, что кто-то год назад разошелся, кто-то 10 лет. Ну, то есть переворачивайте под себя, просто знайте, что она за вами наблюдала, либо же сейчас наблюдает. А ей еще интересно, вот как вы живете, поживаете, как вы выросли и в финансовом плане или нет. Может быть, кто-то там начал вредные привычки все чаще употреблять, да?
Ей интересно, вот насколько вы без нее выживаете. Поэтому то, что она видит, да, либо же своими глазами, либо же через общих знакомых, может быть, где-то по соцсетях, фотографии, но ее это реально бесит. Я уже это вам сказала, да, что вы не пропали. У кого-то и личная жизнь, даже если ее нету, да, может быть, она, кстати, могла у кого-то проиграться, могла видеть где-то с кем-то вас, ну, с какой-то женщиной. Это могла быть кафешка, либо же ей рассказали, да. Это могла быть даже ваша коллега по работе, но ей уже сказали, что вот все классно живет там, либо же общается с женщиной, да, вот в кафешке видели и так далее. Поэтому ее распирает, что вы не слегли в больничку, вы многого достигли, вы не пропали, вы чистые, опрятные, аккуратные, в общем-то, да, и жизнь продолжается. Поэтому, ну, бывшая, конечно, бесится ужасно. Ну и давайте еще напоследок посмотрим, может быть, кто-то еще за вами наблюдает и зачем, с какой целью. Давайте-ка посмотрим. Ух ты, за вами еще наблюдает одна дама, но эта дама, ну, скорее она не входит в круг вашего общения. Она, в общем-то, сама довольно неплоха. Она хороша собой, она зарабатывает, она не нуждается в никаких спонсорах, папиках и так далее. Но ей очень, вот почему-то ей очень вы в душу запали. Запали в душу, причем как мужчина. Вот опять же, я не хочу привязываться к месту, определенным ситуациям, потому что это общий расклад. Но вот где-то она то ли наблюдала, может быть, она наслышана даже, что вы человек довольно такой, как мужчина, галантный. Мужчина романтичный, мужчина, который умеет обходиться с женщинами. Вот она за вами наблюдает, и знаете, она как бы потихоньку не начала в вас влюбляться. Это женщина среднего возраста, мы плюс-минус, да, я не хочу привязываться в общих раскладах, тем более. Она думает о вас, она мечтает о вас, она даже будет как-то вот попадаться вам, ну, где-то на вашем жизненном пути. Я о чем сейчас говорю? Вы можете с ней быть даже не знакомы. У кого-то может проиграться общение, но это даже не общение, это скорее какая-то формальность. Это, ну, по типу «здравствуйте, до свидания», это где-то, ну, знаете, как, грубо говоря, вот в магазине, либо где-то там в банке, еще где-то есть знакомая продавец, либо парикмахер, ну, то есть я утрирую, да, чтобы вам было просто понятно, с которой вы вроде бы так особо не знакомы, но тем не менее вы ей нравитесь, она к вам присматривается, да, она наблюдает, она думает, она мечтает о вас. Но дама, смотрите, дама, она, конечно, хорошенькая, но и как следствие она еще та манипуляторша. Вот она умеет мужчинами крутить, вертеть, ну, поскольку она себе цену, в общем-то, знает. Ну, посмотрите, да, вот ей как будто вот стало скучно, да, и вот она сидит, сейчас мы еще уточним, она сидит, знаете, вот как будто у разбитого корыта и не знает, что ей с вами делать, потому что бегать, ну, ей как бы корона не позволяет. Как-то с вами сблизиться, ну, для этого тоже нужен какой-то повод. Поэтому у нее немножечко такой ступор, тупик, она расстроена. Вот как же вас заарканить, как же вам подать какой-то знак, чтобы вы обратили на нее внимание. Причем может у кого-то проиграться, что да, вы, в общем-то, как мужчина, кто-то ее могли для себя чисто отметить, да, что вот интересная женщина. Ну, к примеру, вот парикмахер, вот интересная, там, продавец, красивая женщина, да, ну, которой она является. Поэтому вот и бегать ей не хочется, и как-то нужно вас заполучить. И, ну, смотрите, мне показано, что она через какую-то хитрость попытается к вам подлезть. Не один раз уже у нас в раскладах это выпадало, да, что женщины через какую-то хитрость, через свою бурную фантазию пытаются к мужчинам подлезть, чтобы просто сблизиться, да. Еще скажу такой момент.
кто-то из вас, возможно, даже как-то вот с ней вы пересекались. Вот еще такой момент. Вы могли пересекаться, но это был такой у нее не самый лучший период, вот когда вы общались. Тогда она вообще не думала про личную жизнь. Тогда как-то ей было не до романтика. Сейчас она ожила, сейчас ей все, ну, у нее более-менее все классно стало, да, и она начала на вас засматриваться как на мужчину. Поэтому, мои хорошие, думайте, обращайте внимание на женщин. Ну, давайте все-таки еще немножко пару карт посмотрим. Может ли у вас с ней что-то получиться или нет. Давайте-ка посмотрим. Может ли у вас с ней что-то получиться? Да, да. Вот с ней у вас может получиться, хоть не так легко и просто, потому что кто-то из вас может точно испугаться, что вот она такая звезда королевишна. Другие же, которые, ну, такие более, может быть, уверенные в себе ребята, вы рискнете все-таки с ней попробовать. Но когда поймете, я думаю, вы заметите, ваша интуиция вам подскажет, где эта женщина. Здесь даже не логикой, здесь вы скорее интуитивно почувствуете. Поэтому, когда вы ну, периодически здесь сидите, анализируете, говорите, что я такую не знаю, это логика. Логика и анализ это не всегда работает. А вот интуитивно, да, вот вы где-то пересекаетесь, а потом в один прекрасный день раз ёкнуло, что да вот же она, да, а я даже не мог бы подумать про нее. Поэтому, мои хорошие, с этой женщиной у вас могут получиться отношения, причем такие стремительные, которые вы сами будете развивать, которые дадут вам очень много позитивных эмоций, много радости, много веселья, ну и, конечно, незабываемых интимных ощущений. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!